Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз на октябрь. Финансы, работа, перспективы, новые способы дохода или новые способы заработка. Наша жизнь настолько переменчива, что действительно мы порой вынуждены искать или рассматривать альтернативные варианты заработка. Или, может быть, все равно же всегда есть интерес к чему-то новому и захотелось себя попробовать в новой профессии. Тысяча, наверное, каких-то вариантов, когда мы могли, кстати, оказаться в какой-то новой обстановке за счет каких-то, может быть, обстоятельств непреодолимой силы. Жизнь нас подталкивает к тому, чтобы мы тоже что-то изменили. Где-то и по работе, где-то и по финансам. У каждого своя ситуация. Вот этот расклад, наверное, подойдет в первую очередь тем, кто либо рассматривает уже для себя, и, может быть, был какой-то поиск, может быть, вы на курсы ходите или словно готовитесь к смене профессии, или на двух работах работаете, ищете возможности, где больше заработать. Хотя, с другой стороны, есть и те, у которых все стабильно, уже движется по какой-то накатанной колее, и нет смысла ничего менять. Для того, чтобы окончательно, может быть, определиться, мы сделаем сигнификацию, как карты видят. И первый вопрос, первая карта. Что сейчас у вас по факту? Королева мечей. Либо вы находитесь в такой ситуации, когда нужно принять решение, причем от вашего именно решения. Может быть, прежде или какая-то другая бы ситуация. Тут вы бы и прислушались к кому-то. А тут явно что-то вы сделали уже сами, какой-то путь прошли, либо работу проделали. И вот почему-то сейчас, может быть, как заключительный аккорд, вам нужно принять окончательное решение. Может быть, так. Или прежняя ситуация какая-то достигла пика. И тоже это ведь это прообраз Юдифи, которая взяла и отрезала буквально, изменила свою жизнь, изменила ход истории. Вот что-то такое очень важное может стоять у вас на повестке дня. Как карты видят, еще давайте посмотрим, что за ситуация. Еще одни мечи. Для кого-то обучение ваше или обучение ваших детей, или получение какой-то информации, когда не осталось вариантов думать, что, может быть, оно само образуется. Например, да, какая-то ситуация. Или без моего участия что-то решится. Нет, тут вот именно кульминация вопросов вас самих, в ваших решениях. И если у нас видео заявлено по финансам, и у нас выпадают как раз мечевые карты, я могу предположить, какой-то денежный вопрос у вас сейчас очень актуален. И может быть, не просто даже вопросы работы, а вообще, в принципе, варианты заработка. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с кредитами. Может быть, у кого-то из вас есть необходимые платежи, а какая-то патовая ситуация создалась, когда мне вот сейчас нужно решить какой-то вопрос. Обстоятельства, которые меня вынуждают искать этот доход. Докопаться до какой-то истины. Но у мечей, безусловно, это всегда мысли, это интеллект. И что-то вы тут просчитываете. И это хладнокровие, это какая-то холодная абсолютно энергетика этих двух карт говорит, что у вас могла создаться такая ситуация, когда не осталось места сантиментам каким-то. Словно я на развилке судьбы, хочешь не хочешь, уже чего-то не отложишь. И вместе с тем, посмотрите, по карте сила, это ведь и не скажешь, что это финансовая проблема. Это у вас сейчас наиболее ресурсное время. Но, может быть, какие-то прежние были предприняты шаги, или что-то вы учили, или двигались вы словно в одном направлении, а здесь необходимая какая-то пауза или вынужденная пауза, и мне кажется, я иду не туда. Или я занялся или занялась тоже как будто не в том направлении, или не на тот корабль возложила все свои надежды, может быть так. Но вы стоите перед выбором, и в то же время, мои дорогие рыбы и рыбки, вы ощущаете себя сейчас достаточно ресурсной или ресурсным. Все-таки карта сила – это как карта мага. Здесь и интеллект, здесь и интуиция, но никаких эмоций. Эмоции нам как будто сейчас мешают. Давайте мы посмотрим, что же у вас сейчас по работе, какова ситуация или по прежнему месту дохода.
Ну, я бы сказала, что деньги на данный момент есть. И уже как бы тут что-то не складывалось. Вопрос много-мало, конечно, тут очень тонкий. Но королева Пентаклей– это когда все под контролем. Вот я сейчас все контролирую. Может быть, чрезмерно приходится контролировать, а хочется расслабиться. Как-то уже, ну, как-то очень узкий коридор прохода остался в плане финансов, когда есть, может быть, и помощь какая-то, может быть, есть люди, которые вам готовы помочь, может быть, где-то и выручить, но и вы-то молодцы, тоже вы реально видите, что есть по факту. Хорошо, я бы сказала, стабильная ситуация и на работе. Но есть его величество выбор. Все равно как будто нужно делать выбор. Либо для вас работа на данном месте или то, чем вы прежде занимались, утратила смысл, интерес, нет вдохновения, называется, да, пойду поищу. Должно быть какое-то самовыражение, должен быть прогресс, должна быть, может быть, карьера. Или благодаря моим приложенным усилиям должен быть приблизительно такой же эквивалент, вы думаете. Не все мерится как будто для вас деньгами, мои дорогие рыбы и рыбки, а есть еще вот та составляющая, о которой мы говорим, может быть, как идея, да, или место, способ действий, откуда мы черпаем вдохновение. Нам должно что-то нравиться. Поэтому для кого-то из вас это ситуация, когда я хочу с уверенностью смотреть в завтрашний день. И поэтому вот этот выбор, он как будто совершенно неизбежен. В целом, как? Какая-то замороженная ситуация, застывшая вроде ситуация, может быть и по деньгам. У кого-то могут деньги задерживаться. Как бы деньги есть, может быть, у вас есть человек, который выручает, но, может быть, правда, произошла какая-то заминка, это старший аркан, который как раз и говорит о том, что в силу каких-то непреодолимых причин, на которых мы не влияем, оказалась та ситуация, я словно как замкнутый круг, или моя ситуация сейчас денежно-финансовая, она зависит от того, буквально, когда придут деньги. И тогда я буду думать, ну вот точно знаю, чтобы вот так вот такого риска у меня наперед не было. Что-то было, может быть, невозможно просчитать, потому что по карте повешенного есть стопор по тем причинам или обстоятельствам, которые от наших желаний не зависят. Давайте посмотрим, что еще. Ну, так или иначе, деньги вы получаете, потому что есть тройка кубков– это праздник, приятные эмоции. Значит, даже если был какой-то стопор, ситуация в любом случае у вас разрешается, деньги у вас есть и будут, но вроде как выбор надо сделать, чтобы не оказаться еще раз в тисках обстоятельств. А дальше что? И вы знаете, можете поменять кардинальным образом тот проект, которым вы занимались, но каким-то образом, может быть, скорректировать, но словно начать с чистого листа. Уже без каких-то, может быть, ошибок. Вы можете задумываться, что мне нужно что-то более реалистичное, чтобы не было вот того самого риска. Может быть, вы себя где-то даже корите, вот эта двойка мечей, это ведь всегда развилка судьбы. Или думаете, что меня вот жизнь поставила перед выбором, не случайно, что-то в чем-то я просчитался, что-то я не учел или не учла. Но есть определенно то, что помимо каких-то задержек или пауз непонятных, и из-за каких-то мыслей сложных, может быть, в течение последнего периода, все это вместе накопившись, дает вам такой вывод, когда я не хочу еще раз оказаться в той же ситуации. И это как побудительный мотив что-то изменить в своей жизни. Ведь нулевой аркан у нас, по сути дела, это перемены, хаос перед началом творения. Как будто творение еще не началось, правда, а вот какой-то хаос он уже ставит в тупик. Но вот должна сказать, я когда вижу в этой колоде карт аркан шут, здесь словно шут, непростой шут, он жонглирует всем зодиаком. И я всегда вспоминаю слова Эйнштейна: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Поэтому вы, мои дорогие гении, у вас еще, смотрите, карта силы, это как карта мага, правда, когда господствую над хаосом. По сути дела, у вас ведь большой потенциал, даже больше, чем вы об этом думаете. Поэтому вы так себя в уголок не задвигайте. Может быть, даже какая-то фаза или знаете, период испытаний, когда вроде бы я надеялся на что-то, все было рассчитано, а тут вот какая-то
заминка происходит, она вас действительно подталкивает к тому, чтобы вы скорректировали направление, не отказались от чего-то, а скорее скорректировали что-то. Хорошо. Каковы тенденции? Давайте вот по этому месту работы, как видят карты. Что у нас будет потом, в течение октября? Как будет развиваться ситуация? Здесь у нас получается для кого-то, как, знаете, вы можете обсуждать какой-то свой вопрос, например, по работе с руководителем. С одной стороны, по карте короля мечей это есть законность, поэтому как будто и хочется, может быть, поступить по закону или с учетом каких-то регулировок, с учетом каких-то правил. Хочется, может быть, по этой карте больше упорядоченности нашей жизни. Упорядоченности не только по финансам, но еще и в каком-то порядке, может быть, в плане графика работы или в плане последовательности, что зачем, в плане системы иерархии, как будто вот нужно сложить какой-то пазл, который в себя включает разные составляющие. Мы говорим, что мы признаем, да, с чем-то просчитался. Вот видел одно, а по факту вышло другое. И вы теперь хотите, чтобы у вас отложено было до мелочей что-то. Чтобы не было каких-то качелей или двойственных ситуаций, или не было состояния словно жертвенности. Хорошо, как дальше развиваться будет ситуация по прежнему месту работы. Но тут, чтобы ни было, тут придется манипулировать от начала до конца, потому что много моментов, когда нам приходится просто хитрить. Может быть, о себе много не рассказывать, может быть, много людей будет вокруг вас, любопытных, и надо сохранять, вот несмотря на то, что что-то вы тут могли передумать, переиграть, как будто нужно все равно себя не подвергать риску в плане даже рассказывая кому-то что-то. Уметь хранить молчание и подмечать все то, что происходит вокруг вас. Не рисковать собой, не рисковать какими-то вложениями денег. Это карта вора. Поэтому буквально быть внимательному к сумочкам, кошелькам в октябре, это факт. К паролям аккаунтов, может быть, не переходить по каким-то странным мутным ссылкам, не участвовать в каких-то лотереях, например, мы тут ничего не добьемся. Вот этот холод, наверное, он вам совершенно необходим. Вы посмотрите, у вас практически вот карты-то такие. Видимо, такой рациональный подход – это единственный способ найти выход из какого-то создавшегося положения. Хорошо, а что будет по финансам по данной работе в октябре? Хотя нам сказали стабильность, но все же. Правда, праздник после победы. Деньги вы получите, это точно. Может быть, вы и знаете, что деньги-то как раз по этому месту работы придут, но самое главное – стратегия на потом. Мы же не хотим подвешенного состояния. Вот давайте мы посмотрим, если мы говорим новые способы дохода, как карты видят, или новые способы заработка. А нам сразу восьмерка пентаклей. Работай, у тебя все получится. Значит, какая-то ваша новая тема, или то, чему вы придаете значение, или то, чем вы уже как будто занимались. Здесь у нас не новичок показан, тот, который совсем не знает как, а все-таки вы с этим делом знакомы. Значит, даже новое какое-то дело, начинание, пусть это обучение, но значит, это в какой-то той стезе, в том направлении, где вы уже знаете, зачем это вам нужно. Или вы знаете вот это ноу-хау, знаю как. И увеличение дохода, мои дорогие. Тут прямо нам говорят, работай, все получится, и профессионалы показывают, который увеличивает свой доход, буквально кует пентакли. Хорошо. А каковы перспективы для вас по вот второму варианту? Пятерка пентаклей. Нам что-то может тоже не нравиться, несмотря на финансовую составляющую. Нам может показаться денег маловато, или нет взаимопонимания, или просто какая-то холодность в отношениях. Может быть, хочется душевности, но как будто мы ее здесь не получаем. Хотя как раз карта может говорить о том, что, используя вот этот вот второй метод или новые способы заработка, новую работу, может быть, изучая какую-то новую дисциплину, или, может быть, изменить, у вас очень много мечей, мечи – это воздух. Для кого-то сфера IT может проиграться, или работа в интернет. Я, к примеру, правда, тут как может быть, знаете,
удаленная какая-то работа. Может быть, это вы будете создавать сайт, о себе заявлять, о своих профессиональных качествах, о своей экспертности, развивать какое-то свое дело будете. Можете пойти в сферу IT. Это единственное, наверное, ну, может быть, я и других не знаю, но, по крайней мере, сфера IT, она не требует от нас 5 лет сидеть в университете, ну так вот уже буквально. Это то, что мы можем получить навык или как ремесло. Считайте, кто-то может ремеслом заняться, как поиск или хобби монетизировать. Но если мы говорим про работу айтишников даже в каком-то начальном варианте, тут ведь в течение нескольких месяцев мы можем получить этот навык и уже искать какую-то вакансию. Тут дальше от нашей прилежности зависит и настойчивости. Но варианты-то как раз и есть. И там тоже есть выбор. Чем вам нравится заниматься? Для кого-то визуалом, то, что называется, да, или там графика, то, что мы создаем. А для кого-то это написание кода или тоже достаточно востребованная профессия, тестировщик, например, да. Но она требует огромной усидчивости, когда мы способны повторять какую-то монотонную работу шаг за шагом в течение длительного времени. Но это тоже востребовано, потому что не все тоже так могут. Поэтому как бы еще и выбор есть. Я к чему? Вот как будто знаете, чем заниматься, но в то же время есть какое-то разочарование или, может быть, это, как, знаете, остаточное такое, потому что какой-то проект вот пошел не так или что-то у вас не получилось. Но мы все равно идем вперед, и поэтому в себе не сомневаемся. Давайте мы спросим, хорошо, каковы перспективы, вот если мы занимаемся новым делом, построения карьеры или вашего профессионального роста, как видят карты? Ну, как будто надолго можете не остаться. Или потом что-то переиграете. Может быть, что-то более интересное для себя найдете. Не случайно вот эта пятерка пентаклей, потому что как будто, ну вот на данный период времени, вроде как я могу это рассматривать, но есть что-то, то, что я хочу осуществить. А для кого-то, из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, может быть, это та удаленная какая-то работа, да, вот мы как вариант с вами рассматривали, которая мне даст возможность путешествовать или совершить куда-то переезд. Как будто я могу работать из любой точки мира. И вот так, это для кого-то тоже может проиграться. Ну, давайте еще одну карту на перспективу, потому что так сразу и не разберешь. С другой стороны, мы готовы учиться чему-то новому. Есть и то, что нас вдохновляет. Хорошо. А что тогда в плане прогресса по финансам? Что на потом по финансам? Правда, какой-то переезд, поездку или как будто вы переоценка ценностей произойдет, и вы все равно что-то себе придумаете новое или будете осуществлять тот проект, который вы бы хотели. По тройке жезлов у нас все контролируемо, и все-таки есть перемещение. Здесь либо какие-то новые возможности вот с новым обучением или с каким-то новым навыком к вам приходят или новой работой, когда вы с большим оптимизмом, уверенностью, что у меня все под контролем. Я смотрю в будущее, и я готов попробовать еще в новом деле. Вообще, по идее, это какое-то развитие. И пусть даже нам что-то не нравится. Вот это пятерка пентаклей, ведь это короткий период. Это может быть как остаточные симптомы какой-то хандры, потому что нам пришлось все что-то вот прямо кардинальным образом либо поменять, либо как-то тут пересмотреть наши позиции, действия. Вот что-то такое есть. Но тем не менее, что же у нас будет по финансам на ноябрь, например, да? А здесь по справедливости, что мы заработаем, то мы как будто и получим. Будем уделять достаточное внимание своему труду или вот этому способу заработка. Может быть, обучение как будто какое-то, вот оно уже может быть у вас в октябре, может быть, как новое направление в чем-то. Ну, тогда по аркану справедливости именно мы это итог подводим. Итог тому, что мы заработали. Как мы работали, то мы и имеем. Что думают карты, давайте, по поводу новых возможностей заработка для вас? То, что для вас это может быть какой-то как марафонский забег на длительную дистанцию, имеется в виду
как дело нашей жизни. По рыцарю Пентаклей он едет медленно, но надежно. Уделяет внимание деталям. Правда, у кого-то может быть такой труд, когда, знаете, какая-то либо тщательность, либо внимание потребуется ваша, скрупулезность, может быть, да. Когда мелочей вот нет, надо все подмечать, надо все контролировать, держать как будто в центре внимания. Это развивает очень, в принципе, внимание, концентрацию. Но еще и по этой карте это тот успех, который, знаете, шаг за шагом увеличивается. Это и какая-то прогрессия финансов на долгие годы, когда вы сами себя словно избавите вот от подвешенного состояния или каких-то качелей, или какой-то игры непонятной, когда на вас просто не будут влиять обстоятельства. Они у вас будут под контролем. И если нужно какой-то маневр, вы его всегда сможете сделать. Может быть, вы еще, как будто вы не останетесь либо надолго в той местности, где вы находитесь, либо вы надолго не будете заниматься вот как-то чем-то однообразным, а вы все равно будете развиваться, чему-то либо учиться, вот у кого-то так проиграется, как обучение, или для кого-то переезд с обучением, или что-то такое, которое перед вами, горизонты, посмотрите, человек нам показан, он спиной уже к прошлому фактически повернулся. И если мы говорим, здесь найден выход по восьмерке кубков из сложной ситуации, как видят карты первый вариант, каков прогресс или что будет дальше. Ну вот какое-то важное решение, от которого мы как будто не уйдем. Или вы узнаете какую-то новость, может быть, и к чему это приведет. Вы останетесь довольны. Какие-то возможности, которые перед вами откроют новые перспективы, правда. И по первому варианту тут как будто не случайно праздник после победы. Значит, какое-то то, чем вы занимались, что бы это ни было, мои дорогие рыбы и рыбки, вы сможете словно или те знания, которые вы уже получили, или какие-то навыки приложить в реальной жизни. Будет такая возможность, и вы не просто останетесь довольны, а что-то вас очень сильно вдохновит. Вот если даже есть в чем-то минус, то тут будет и ваша похвала, ваша собственная, за то, что я вовремя как-то сориентировался или сориентировалась. И еще, все-таки у нас двойка кубков – это карта любви. Ну, может быть, ваш близкий человек вас будет поддерживать, или кто-то, как будто есть группа поддержки, вы не одни, и с оптимизмом мы в любом случае смотрим в будущее. А вторая ситуация, давайте мы ее рассмотрим, что же у нас как будто будет дальше. Будет какая-то новость, наше решение, но чаще это новость или какая-то информация, когда мы вынуждены действовать быстро, мы чего-то не сможем отложить на потом. Что это? А тоже какая-то уверенность. По королю Пентакли это предложение какое-то может быть, которое вот как тот король Пентакли надежное на долгий период времени. У вас как раз перед этим паж выпадал, да? Вот смотрите, рыцарь, точнее Пентакли. И здесь у нас завершается как раз-таки картами более конкретными, более материальными в плане прогресса, увеличения заработков, когда мы можем начать какое-то дело и очень быстро, предположим, если мы рассматриваем вторую часть нашего расклада как новый доход, мы получим либо работу, либо какое-то предложение, либо нас заметят, и мы с рыцаря как будто переходим в короля Пентаклей. И это для вас даст как и построение карьеры, так и увеличение заработка. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.